Итак, я наконец-то решила показать, что я беру в свои походы. Но в данном случае сплав. Поэтому нужно учитывать это, потому что есть сплавы, где нужно пешеходные, где нужно долго идти, и туда столько всего не возьмешь. Вот, у меня сплав, где идти практически не надо, совсем чуть-чуть, в принципе, я дотащилась. Вот, и поэтому я могла себе позволить взять что-то более тяжелое. Вот эти все продукты у меня рассчитаны от 10 до 14 дней. Думаю, для большинства людей этого будет критически мало. Но я показываю свою раскладку, то, что беру я. Вот. Ну, кому-то, может, даже и много покажется. Давай, котяра, садись. Приступим. Так, мне, наверное, придется ползать тут на коленях. Поэтому сделаем так. Сначала я хотела сесть на попу. Да, хотя ладно, пока сяду. Итак, еще нужно учитывать то, что в этом сплаве, хоть это и дикие места, через каждые там сколько-то дней буду я проплывать поселки. Вот. Многие из них, их вообще будет всего 3, а в 4-м я уже закончу свой путь. Вот. И какие-то из них прям очень дикие, поселки эти сами. Они очень маленькие, там нет связи, люди без связи живут. И, допустим, там всего один есть магазинчик. И в этом магазинчике, это надо учитывать, я могу докупить что-то самое необходимое. Там спички, газ, хлеб, лапшу, там вот такое вот что-то. Хотя там обычно какую лапшу продают, я такую не ем. Вот, это все нужно учитывать. Когда же я иду в какие-то походы пешие, естественно, таких благ нет. И на многих сплавах таких благ нет. Поэтому я вот это все озвучиваю, чтобы вы понимали, что и как. То есть этот сплав, где есть поселки, пусть даже дикие, с одним, допустим, магазином. Там только самый минимум в этих магазинах, они очень обычно бедненькие, их обычно ведут там люди, которые там же и живут. Вот. Ну, а самое необходимое я там купить могу. И плюс то, что мне не надо пешком это все тащить. Это тоже нужно учитывать. Вот, начнем. Первым делом хочу рассказать не только о еде, а вот я всегда беру с собой термос. Термос, потому что я по утрам пью теплую воду, я без нее просто жить не могу. Вот, и поэтому мне всегда нужен термос, и я его всегда беру во все походы, сплавы там, неважно, стараюсь брать. Чтобы на ночь кипяток залила, утром у меня есть теплая вода. В этот сплав я взяла 2 баллона газа. Мне должно их хватить, в принципе, но с расчетом на костры. Вот сегодня у меня костра нет, так уж получилось. Бывает такое, что дождь там, да, гроза какая-нибудь. Или вот как здесь, тут вокруг живые деревья все, вообще нет ни единой сушины. Все живое. Поэтому вот я костер не стала делать. Для этого нужен газ. На всякий случай я взяла 2 баллона газа. Так, с чего начать даже не знаю. Ну, начнем вот так по порядку. Здесь у меня сладости. Это все к чаю или там утром, к завтраку добавить. Главное, чтобы пока я болтаю, дождь не пошел. Вот. Я потом все это близко сниму, чтобы люди могли разглядеть, что как. Потому что на расстоянии все равно не видно. Тут у меня мармелад полезный. Он, по-моему, без сахара. Это сосновый с кедровыми шишками. Это к чаю. Тут всего 8 штучек. Маленькая такая коробочка. Вот. Это мои любимые зефирки. Не хочу делать рекламу, но у меня очень многие спрашивают, где я их покупаю. Вот эти именно зефирки я покупаю в ленте. Она просто не у всех есть лента. Вот. Там они, в принципе, недорого стоят, они очень вкусные. И именно вот их хорошо запекать на костре. 4 штуки у меня их на весь сплав. Ну, то есть костры же я не рассчитываю каждый день жечь.
Так, это у меня сублимированная клубника. Либо как вкусняшка ее можно употреблять, либо в кашу добавлять, ну, либо с чаем съесть. В общем, так, взяла пачечку. Киндер шоколад, я его обожаю. Опять же, это не реклама, не дай бог. Просто очень люблю киндер шоколад. Здесь 4 штучки такого злакового киндера. Так, идем далее. Ну нужно учитывать, что сегодня уже вечер второго дня, и что-то я, естественно, уже съела. Но, в принципе, съела я немного. Вот, допустим, я вот такую вафельку уже съела. Их у меня было 6 штук, сейчас осталось 5. Вафли нутовые с арахисом, они без муки и без сахара. И они протеиновые. Полезные, вкусные вафли. Это как перекус или на завтрак. 5 штук у меня осталось. Так, батончики. В этот раз я иногда беру протеиновые батончики, но в этот раз я взяла только фруктовые. Вот тут черника, яблоко, вишня, абрикос. Всего 6 батончиков. Не так уж и много на 14 дней. Ну, я думаю, что я быстрее этот сплав закончу. Но я рассчитывала на всякий случай на 14. Мало ли погодные условия, что-то там еще может случиться, не дай бог. Лучше запас еды брать, когда есть возможность. Далее. Это протеиновые овсяные печенья. Здесь их в упаковке 4 штучки. Ну, тоже в чае. Это у меня протеиновые конфетки. Их 5 штук. Это тоже полезные конфетки. Они из фиников делаются. Там с добавлением. Вот тут с миндалем. Тут вот с фисташками. В общем, у меня их 5 штук таких конфет. Протеиновые конфеты. Они сытные. Можно тоже на перекус, можно как сладость к чаю. Здесь у меня тоже воздушные зефирки, которые, в принципе, можно и на костре запечь, но они такие маленькие. Это такие конфетки, тоже вместо сладости. Упаковочка такая небольшая. Так, далее. В первый раз в жизни я взяла яйца. Вот в такой вот коробочке. 6 штук. Думаю, может, на завтраке как-нибудь сделаю. Может, еще там добавлю, я муку взяла. Попозже про это расскажу. В общем, 6 яиц у меня есть. Здесь у меня лук, мой любимый, потому что я обожаю лук. И чеснок. Одна головка чеснока. Это у меня нектаринчики или так. Или персик, либо абрикос лысый вроде бы. Их было 4, осталось 3. Здесь у меня 2 яблока, 2 мандаринки. Это я еще ничего не ела. Из консервов. Тунец в собственном соку. Кусочки. 1 банка. 2 банки паштета из тунца. Это у меня на перекус. У меня есть хлебцы. Вот они, кстати. Хлебцы ржаные с чесноком. Я люблю их мазать паштетиком. И это у меня просто... Вот в обед я перекус делаю в основном. И вот это на такие перекусы на обеденные. 2 паштета с тунца и 1 паштет форелевый. Так, и опять же на перекус у меня сыр протеиновый с грецким орехом. Он порционный, здесь 5 штучек в одной упаковке. И у меня еще протеиновый сыр такой. Одной упаковочкой. Я просто отрезаю, вот уже 2 кусочка я съела и съедаю там тоже на перекус или к завтраку добавка. Здесь у меня маленькая баночка кофе. Кофе я раньше не пила, а сейчас иногда балуюсь, бывает, по утрам. В этой маленькой баночке у меня соль и перец горошком. Так, здесь у меня 2 моркови, таких больших. Я надеюсь, что в этом сплаве я смогу их съесть. Но если что, их просто так схрумаю. Но вообще я хочу... Боже, она даже пахнет. Запечь картошку с морковкой на шампурике. Ну, я не знаю, получится ли у меня.
Здесь у меня картошка. Всего 5 штучек, а нет, 6. Они небольшие. Картошка. Здесь у меня огурцы такие маленькие. Я выбираю, чтобы легенькие были, не слишком большие. Комары жрут. Вот, один я уже съела, осталось 2,5. Угу. Вкусненько. Так, дальше. Тут у меня помидоры. Осталось 3. Было 5. 2 уже съедено. Здесь у меня перчик. Типа болгарского, но я не знаю, как он называется. Маленький такой, но он сладкий, вкусный. 4 штучки, еще ни один не ел. Он маленький очень, прям маленький, легенький. Надо, кстати, съедать, а то пропадет. Так, далее. Здесь у меня горчица в таких индивидуальных упаковках. Но даже вот этой упаковочки слишком много. Вот я сегодня в гречку добавила, я прямо аж чуть жаром не дышала. Хорошая такая горчица. У меня ее штук 12, наверное, на все время рассчитано. Так, это у меня сушеный китайский горошек, 2 пачечки, как добавка к любой еде. Мне нравится. Хоть он наверняка и не полезный. Это у меня сушки-звездочки. Самые простые банальные сушки в виде звездочек. Очень мне нравится. У них отличный состав. Вот я частенько такие беру. Здесь полпачки, и их изначально было полпачки. Я не брала целую. Целая она слишком большая. Сегодня вот я первый раз 5 штук съела. Так, далее. Здесь у меня чай. Такой в пакетиках. Я обычно не люблю чай в пакетиках, стараюсь не пить. Но всегда на всякий случай беру. Ну, просто беру. К нему можно добавить вот любую траву, пихту, там ель, сосну, белоголовник. Это все что угодно. Чебрец, все что вот растет. Все можно добавить к такому пакетику чая. Здесь еще несколько пакетиков мяты. Хорошей мяты. Очень вкусно. Сегодня я, кстати, пила и белоголовник еще туда заваривала. Так. Это у меня пакетики суп-пюре. Суп-пюре гороховый. Одни у меня со свеклой, вторые с жареным лучком. Их 6 штук. Они очень маленькие, поэтому я на один раз завариваю по 2 пакетика. То есть это получается 6 пакетиков на 3 приема пищи. У них есть один минус, вот уже 2 пакетика, они лопаются. И их нужно обязательно. У меня вообще все почти упаковано это в пакеты. Прежде чем вам все тут рассказывать, мне пришлось все это повытаскивать. В общем, я долго тут подготавливалась. Время уже 9 час, я тут сижу, рассказываю про еду. Так, лапша. Как же нам без лапши-то? Лапшу ем крайне редко. И вообще в последнее время ее что-то стала очень не любить. Но на всякий случай я всегда беру. И вот вчера вечером уже одну съела. Было 4, осталось 3. Кто не знает, я мясо не ем, поэтому у меня нет мясного. И поэтому лапша у меня вся либо морепродукты, либо грибная. Это мука. Я ее взяла первый раз. Кукурузная мука. Думаю, если у меня будет возможность, я буду делать кукурузные лепешки. Их можно делать как просто из муки с водой и солью, так и добавлять туда яйцо для клейкости, потому что такая мука очень плохо клеится. Но можно и без яйца делать. Так, здесь у меня одна коробочка это сливки 20%, а одна коробочка это концентрированное молоко. Оно почти как сливки, 8,6%. Здесь у меня сухое молоко. Вот такой маленький контейнер. Обычно я его добавляю в утренние сладкие каши. Люблю прям с молоком. Так, в первый раз я вот взяла бальзам. Бальзам, вот такую бутылочку маленькую. Да, он алкогольный. Что-то там 38, наверное, градусов. Это вот, знаете, бывает, замерзнешь или там подстынешь или еще что-то. Это на травах, там очень-очень много трав всяких. И когда совсем чуть-чуть его
выпьешь, это только в пользу. Ну, это я так считаю. Если вы так не считаете, то не обязательно считать так же, как я. Далее. Это у меня завтраки. Тут одна протеиновая каша, это сублиматы. Одна овсяная с орехами и медом, кускус с тыквой и медом, а это рисовая с вишней, медом и сливками. И еще у меня на утро, конечно же, у меня не 4 каши на утро. Может быть, я яйца еще пожарю там, да, когда-то. И еще у меня вот такие каши есть. Ой, одна каша уже вчера съедена. Так, овсяная у меня была одна всего. А остальные у меня такие... Я люблю брать крем-каша у меня такая. Она тут разные. В каждом пакетике разная. Там кукурузная, рисовая, гречневая. С какими-нибудь добавками. Она полезная. В ней нет больше никаких добавок. Только чисто вот крупа размолотая вот под крем. Ее завариваешь, и уже по вкусу туда можно добавить все что угодно. Сахар, ягоды, орехи, сухое молоко, все что угодно. И есть у меня еще несколько пакетиков вот такой каши. Это каша кедровая. Вообще там состав там пшенная каша с кедровым дробленым орешком. Вот, тоже полезно. Так, что у меня тут еще? Это у меня суп рыбный с горбушей. Его нужно варить 10-15 минут. Тут уже все в нем добавлено. Просто нужно его сварить. Но по желанию можно еще что-то добавить из своих овощей. Они у меня, кстати, есть с собой. А это крем-суп грибной картофельный с гренками. Такая упаковка. Его варить не надо. Просто запарить и все. Это, кстати, вороны кричат. Не поняли, что такое. Уже вроде поздно, кто-то тут говорит. Есть у меня таких 2 гречки с грибами и жареным луком, 2 пачки. Их просто заваривать. Тоже состав отличный. Я стараюсь вообще с хорошим все составом брать. Ну, за исключением какого-то минимума, потому что невозможно прям все рассчитать. Конечно, вот лапша, например, она вредная. Что там еще может быть вредного у меня? Горошек вот китайский, наверное. Ну, я не знаю, какой там состав. Вот эти вот зефирки, возможно, не полезные. А так в основном стараюсь полезно. Вот майонез. У него тоже отличный состав, я уже про него говорила. Это не реклама, не хочу делать рекламу. Это живая еда, так и написано. Там отличный состав. Я майонез вообще в жизни не ем, не люблю его, но вот в походной жизни приходится брать, потому что я люблю все со сметаной делать. А сметану в поход не возьмешь. Хотя в этот сплав можно было и взять. В принципе, я, может быть, в магазине там в каком-нибудь поселке ее и куплю. Ну, короче, я беру вот сметанный, натуральный майонез. Так, что у меня тут еще осталось? Тут у меня немножко моих трав, которые я собираю. Я все время собираю травы, сушу сама на зиму. И вот у меня тут совсем немножко, если вдруг я захочу в какой-нибудь чай добавить. Тут у меня хлеб. Обычно я хлеб вообще не беру практически никогда, очень редко. Но в этот раз решила взять этот хлеб зерновой, он полностью без муки. Тут у меня кисель. Пачка киселя на несколько приемов. Просто заварить и пить. Это у меня один пакетик. Это что такое? Сушеного омлета. Натуральный омлет. Но он сушеный. Его нужно запарить кипятком на 10-15 минут. И потом просто приготовить. Пожарить там или на водяной бане можно, неважно. Можно туда помидоры добавить, еще что-то. Ну, в общем, омлет это. Это у меня ужины. Как вы поняли, у меня полноценные завтраки, это каши, и полноценные ужины. А в обед в основном перекусы, там сыр какой-то, что-то, ну, я уже говорила, там какие-то перекусы, хлебцы с паштетом. Если мне этого не хватит, то у меня вот эти супы, в принципе, и лапша, это как запас тоже.
Ну, если я вдруг в обед захочу что-то нормальное съесть. Здесь у меня сублиматы на ужины. Каша овсяная с грибами и сыром. Крем-суп грибной. Каша гречневая с грибами. Каша гречневая с грибами. И сегодня я кашу гречневую с грибами съела. Еще один крем-суп с грибной. Каша рисовая с овощами и суп чечевичный с овощами. Это вот мои ужины. Ну, я еще, естественно, тут супы у меня есть, и я могу там приготовить картошку, например, сварить, да, с морковкой, с луком, добавить туда тунца. Ну, вот так вот что-то приготовить, в общем, еще можно. И к этому у меня еще есть к готовке, если я вдруг готовить захочу что-то, у меня есть вот такие сушеные овощи. Здесь у меня смесь овощей. Я их вот в такие специальные пакетики покупаю на маркетплейсах. Плотные беру пакетики зип-молнией и туда вот фасую овощи. Бывает, беру сухофрукты, сюда орешки какие-то вот в такие пакетики беру. Вот, в этот раз сухофрукты я не взяла. Обычно, кстати, беру. Тут у меня жареный сушеный лук. Лук сушеный зеленый. Смесь овощей здесь: помидоры, болгарские перцы, лук, морковь. Ну, короче, тут прям смешано. Вот в суп горсточку кидаешь и все. Это лавровый лист, несколько штучек на всякий случай, а это сушеная морковь. И пачка фисташек. В этот раз у меня только такие орешки. Обычно я беру разнообразие орешек, а в этот раз решила вот пачкой взять. Ну, вроде бы я все рассказала. В принципе, вот весь мой рацион на 10-14 дней. За сколько у меня пройдет этот сплав, я точно не знаю. Может быть, меньше даже дней уйдет, а может быть и больше. Все будет зависеть от разных ситуаций и, естественно, от погоды. Все. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал вот этот. Это второй канал Оленина Каша. И на мой основной канал Белая Ворона. Вот. Все. Всем пока-пока. До встречи на моих платформах. Вот такой у меня расклад продуктов примерно на 10-14 дней. Вот так вот немножко поближе проведу. Так как я уже про это все рассказала. Просто чтобы было все хорошо видно. Это ни в коем случае не реклама. Мне даже, в принципе, не хочется что-то из этого рекламировать. Но люди часто спрашивают, поэтому я решила вот отснять.